Бонапарт вторгся в славянские земли с 400-тысячной армией. Поскольку численность русских войск, разбросанных по огромной территории, была наполовину меньше, командование выбрало единственно правильную тактику отступления вглубь страны, в которой ускоренными темпами формировались отряды ополчения. Наконец, в 125 километрах от Москвы, возле деревни Бородино, русские решили дать оборонительный бой. Этого боя можно было избежать, сразу сдав Москву и выиграв время, чтобы собрать больше подкреплений. Но генерального сражения под Москвой требовал царь и русское дворянство. В решающей Бородинской битве потери с обеих сторон были катастрофическими. В итоге Кутузов сдал Москву. 15 сентября, через неделю после победы, Наполеон вошел в древний русский город. Царь Александр I проигнорировал предложение Бонапарта заключить мир, а в самом городе вспыхнул сильный пожар. Наполеон пребывал в полной растерянности. Ведя боевые действия в Европе, он не сталкивался с войнами на полное уничтожение противника. В результате войска Наполеона были вынуждены отступить. Преследователи тоже несли огромные потери в живой силе. Русские также мерзли, болели, умирали и дезертировали. Своих солдат русское командование не жалело никогда. Традиционно плохое планирование военных операций и отсутствие порядка приводило к тому, что все победы русской армии достигались исключительно за счет огромных человеческих жертв.